Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам связать вот такую шикарную повязку крючком, эффектным пышным узором. Узор очень красивый, напоминает пышную резинку, связанную спицами, но это узор вязания крючком в технике тунисского вязания. Но я вам покажу, как выполнять обычным крючком такой узор. По центру связано вот такое вот переплетение, что делает повязку более интересной. Повязка красиво смотрится на голове, можно вязать на любой размер. Вязание повязки по времени занимает не больше часа. Дорогие рукодельницы, я приступаю к вязанию повязки. У меня пряжа Alize Superlana Maxi. В моточке 100 грамм 100 метров. И я использую толстый крючок номер 7. Для начала вязания набираю цепочку воздушных петель. Раппорт узора в ширину составляет 2 петли, и плюс 1 петлю необходимо набрать для завершения ряда. Но мы будем набирать количество раппортов, чтобы делилось количество на 2 раппорта. Поэтому я набираю 8 петель плюс 1, то есть всего 9 петель. Если у вас пряжа не такая толстая, допустим, Alize Superlana Classic, то чтобы получить нужную ширину узора, то набирайте еще плюс 4 петли, то есть еще плюс 2 раппорта. Необходимо, чтобы количество повторений узора тоже делилось на 2. Я сделала начальную цепочку петель, всего 9 воздушных петель, и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд будет считаться как подготовительный ряд для вязания узора. И вначале ввожу крючок вот в 8-ю петельку начальной цепочки. Захватываю рабочую нить и вытягиваю петлю на крючок. И далее в следующую петлю ввожу крючок и вытягиваю еще одну петлю на крючок. Итак, из каждой петли начальной цепочки необходимо вытянуть петли. Всего получается, мы вытягиваем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9-я петля это была рабочая петля на крючке. И теперь начинаем провязывать первый ряд вытянутых петель. Провязываем по одной петле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-ю петлю тоже провязываем. Далее со второго ряда начинаем выполнять узор. И теперь внимательно смотрите, как вводить крючок за первый ряд. Вначале мы вводим крючок. Вот вы видите, первая вертикальная петелька, вторая. Между ними вводим крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю на крючок. Между второй и третьей вертикальной петлей тоже вводим крючок, захватываем рабочую петлю и вытягиваем еще одну петлю на крючок. Далее заводим крючок за третью вертикальную петельку. Получается, мы крючок вводим как впереди работы. Захватываем рабочую нить и вытягиваем еще одну петлю на крючок. И эта петля у нас будет считаться как дополнительная. То есть в этом ряду мы вытягиваем больше количество петель, чем в предыдущем ряду. Далее вновь между следующими вертикальными петельками вводим крючок, вытягиваем петлю еще раз. И теперь за вертикальную петельку впереди работы вводим крючок и вытягиваем третью петлю. Повторяем раппорт между вертикальными петельками 2 раза. И за вертикальную петельку вводим крючок и вытягиваем третью петлю. И еще раз между вертикальными петельками. И здесь с краю теперь заводим крючок вот за вторую кромочную вертикальную петельку и вытягиваем петлю на крючок. Теперь начинаем провязывать петли.
Вначале провязываем одну петлю с крючка, далее провязываем 2 петли с крючка и повторяем. Одну петлю провязываем, 2 петли провязываем. Видите, когда мы провязываем 2 петельки одним разом, то они вверху соединяются. Чередуем: одну петлю провязываем, 2 петли провязываем, одну петлю провязываем, 2 петли провязываем. И теперь провязываем одну петлю как кромочную. Далее начинаем следующий ряд узора, и по сути далее все ряды повторяются. Теперь вот вы видите вот эти петельки, которые вместе соединены вверху. Это те петли, которые мы провязывали по 2. Теперь вводим крючок вот перед вот этими соединенными петельками, вытягиваем петлю на крючок, и за вот этим снопиком тоже вытягиваем петлю на крючок. И следующую вертикальную петельку мы за нее вводим крючок и вытягиваем третью петельку. То есть вот раппорт узора 3 петли. Повторяем. Вот идут следующие петельки, соединенные вместе, перед и после вытягиваем петельку. И вот далее идет просто третья вертикальная ниточка, за нее вводим и вытягиваем третью петлю. Повторяем этот раппорт. И третья петля. И в конце ряда, вот оно, последнее повторение. И здесь за вторую кромочную полупетельку вертикальную вводим крючок и вытягиваем петлю. Теперь провязываем, получается, уже третий ряд от начала вязания. Точно так же, как и предыдущий ряд. Одна петля провязываем, далее 2 петли сразу с крючка провязываем, одна петля и 2 петли провязываем, одну петлю провязываем, 2 петли. То есть я вот эту рабочую петлю не считаю, я считаю после петли. Вот одну петлю спускаю с крючка, 2 петли спускаю, и остается кромочная петля. Вот вы видите, уже получилось второе повторение узора. Еще раз показываю третий ряд узора и уже в более быстром темпе. Вытягиваем петли, вот петли, соединенные вверху, перед, после и за вертикальную петельку. Перед, после петель, соединенных вместе, и просто за вертикальную ниточку. Перед, после и за вертикальную петельку. Заводим крючок и вытягиваем петлю на крючок. И последнее повторение. Здесь за вторую кромочную петельку вытягиваем петлю и провязываем одну петлю, 2 петли, одну петлю провязываем, сразу 2 петли. То есть мы видим, где идет одиночная вот вертикальная петелька, тут мы провязываем одну петлю, где вот 2 петельки соединенные вместе, значит провязываем 2 петли. И повторения идут до конца ряда. Далее продолжаю вязать этот узор повязки на необходимую длину. Я провязала узор полоски на длину боковой стороны. Как рассчитать, какой длины вязать боковую сторону? Смотрите, я вяжу на 54 размер головы, то есть обхват головы 54. 10 сантиметров будет центральная часть с переплетением. Итого 44 делю напополам. Если у вас другой размер головы, то делайте свои расчеты по этому простому принципу. И далее я перехожу на вывязывание центральной части и буду формировать на центральной части переплетение. И вначале буду провязывать половину полоски на 2 раппорта узора.
То есть я провязываю, вот вначале набираю петли, вот один раппорт и второй раппорт. Здесь получается явно выражены вот 2 косички и остаются 2 косички. И здесь между второй и третьей косичкой заводим крючок вот еще за вертикальную ниточку. Обязательно это будет как кромочная петля. И провязываем вот одну петлю, затем 2 петли, одну петлю, 2 петли и кромочная 1 петля. И повторяем вот на пол раппорта вязание узора для полоски. Таким образом я вяжу половину узора полоски на длину 10 сантиметров. У меня здесь плотность вязания примерно 1 раппорт узора в высоту 1 сантиметр, поэтому я провязываю 10 повторений узора в высоту, то есть 10 рядов провяжу. Я провязала центральную часть, вот половину узора полоски на длину 10 сантиметров. И теперь обрезаю нить. Здесь мы завершаем вязание первой половины, закрепляем петельку и присоединяем нить ко второй половине. Делаю на крючок начальную петлю. И смотрите, здесь эту петельку мы вводим в центр. И здесь вот как раз видите, вот эта вертикальная ниточка, за нее заводим крючок, прокалываем полотно насквозь и подхватываем начальную петельку и вытягиваем ее на лицевую сторону. Это будет как первая кромочная петелька. Далее начинаем вытягивать петли для вязания узора. Далее вы видите, идут петельки, совмещенные вверху вместе, значит перед этими петельками, и после вытягиваем на крючок 2 петли. И далее вертикальная петелька, за нее заводим крючок и вытягиваем третью петлю. Вот раппорт узора вытянут. И еще раз повторяем перед, после, вот петельками соединенными вместе, и кромочная петелька за вторую полупетельку. Теперь провязываем назад 1 петлю, 2 петли, 1 петлю, 2 петли и как кромочная 1 петля. И вот этот вот кончик нити на изнаночной стороне нужно будет закрепить, протянув через какие-нибудь соседние полупетельки. Это я сделаю после. И теперь я продолжаю вязать вторую половину полоски на ту же высоту, что и первую провязала. Дорогие рукодельницы, я связала вторую половину центральной части, и теперь делаем вот такое вот перекрещивание двух полосок на центральной части. И начинаем вязать уже вторую боковую сторону. И в первом ряду мы совмещаем 2 половинки полоски. Набираем петли по узору вот первой половины. И теперь смотрите, при соединении полосок здесь мы заводим крючок вот за вторую кромочную петельку, как в конце вязания, и вот здесь за первую вертикальную петельку, которая идет, и через 2 петельки сразу вытягиваем 1 петлю. То есть здесь получается, мы набирали петлю как кромочную, и она сразу ушла, и у нас 2 половинки вот так незаметно соединились. Далее продолжаю набирать петли по узору на крючок. Набираю здесь кромочную петлю и провязываю в обратном направлении
Тоже чередование: 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля как раз по центру, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля. И так я продолжаю вязать узор полоски уже по второй боковой длине, по второй боковой стороне на ту же длину, что и первая боковая сторона. Дорогие рукодельницы, заканчиваю вязание повязки. Я связала в длину. У меня полная длина повязки получилась 52 сантиметра. Вяжу на обхват головы 54, но узор очень эластичный, поэтому я сделала на 2 сантиметра меньше, чтобы более лучше облегала повязка голову. И теперь выполняю соединение. Вначале делаю одну как воздушную петельку. Далее эту петельку протягиваю вот через здесь кромку, ввожу крючок и протягиваю через начало вязания, как начальную сторону повязки. И теперь провязываю, получается, по изнаночной стороне ряд соединительных столбиков. Вот ввожу крючок в кромки двух сторон и провязываю соединительный столбик. И так выполняю из каждой кромки соединительный столбик. Выполнив соединительный шов, осталось обрезать нить и хвостики закрепляем вот последнюю петлю. И хвостики здесь тоже маскируем на изнаночной стороне. Я протягиваю сквозь полупетли вот этого соединительного шва. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать повязку с таким красивым узором, переплетением по центру. Всего у меня ушло около 45 грамм пряжи, то есть даже чуть меньше, чем пол мотка. И потратил я времени около часа на вязание данной повязки. Дорогие друзья, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась эта модель. До новых встреч!